Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео предлагаю вам мини-путешествие недалеко от города Москва. Мы отправимся с вами в старый русский город Рязань. Рязань – это один из древнейших городов России. В Рязани даже есть свой Кремль. Правда, сейчас он частично на реконструкции, и показать все места Рязанского Кремля вам не удастся. Я даже сама не смогла попасть во все закоулки Рязанского Кремля. Но это достаточно интересное место для сравнения с другими Кремлями России. Рязань – это небольшой город. Находится он недалеко от Москвы, всего в 2,5 часах на скоростном поезде из Москвы. И говорят, что Рязань в 11 раз меньше Москвы. Официальная дата основания Рязани – 1095 год. До конца XVIII века Рязань называлась Переслав-Рязанская. Рязань известна своими людьми. В Рязани родился первый российский нобелевский лауреат Иван Павлов. Рядом с Рязанью, в селе Константиново, родился российский поэт Сергей Есенин. Также в Рязани родился Константин Циолковский, основоположник космонавтики. Еще интересная деталь о Рязани. Косметическая компания Max Factor основалась в городе Рязани. Основатель компании Максимилиан Факторович открыл в городе первый магазин для продажи своей косметики. Бизнес шел достаточно успешно. И после эмиграции в США Максимилиан Факторович не закрыл свою косметическую компанию, а продолжил создавать продукцию. И сейчас это крупная международная компания Max Factor, которая началась в городе Рязани. Нам в Рязани очень понравился Кремль. Необычно, аутентично он выглядит. Очень интересное расположение рядом с рекой. И он, правда, находится очень высоко. То есть к реке нужно спускаться вниз с горы. Правда, речка не очень большая. Еще нам понравилась пешеходная Почтовая улица. Многие подобные улицы в разных российских городах называют Арбатские. Так вот, Почтовая улица в городе – это тот самый Рязанский Арбат. На пешеходной Почтовой улице установлен столб со стрелками. И эти стрелки указывают в направлении городов-побратимов города Рязани. Давайте мы с вами все-таки погуляем по Рязани, и я вам немного о ней расскажу. Рязанский Кремль расположен на холме рядом с реками Ока, Трубеж и Лыбедь. Особо выделяется колокольня Успенского собора. Сегодня это как раз колокольня, через которую вы входите в Рязанский Кремль. Эту колокольню строили очень долго, с конца XVI века, с 1797 года по середину XIX века, 1840 год. Кажется, что сегодня и нет Рязанского Кремля, потому что как таковых стен вокруг крепости сегодня не существует. Кремль поражает количеством памятников древнерусского зодчества. Здесь есть палаты XVII века, дворец Олега XVII века. Также на территории Кремля есть первая в России многоэтажка. Каменные палаты в 3 этажа. Выглядит очень впечатляюще. Раньше они были розового цвета, сегодня они уже белые. Вообще Кремль очень красивый, особенно когда разливаются реки Ока и Трубеж. Рязанский Кремль – это главная достопримечательность и символ города Рязани. Также на территории Рязани есть мини-ВДНХ.
ВДНХ – это очень большой, известный парк в Москве. В Рязани построили мини-версию московского ВДНХ. Мы туда приехали, мы просто не могли не посмотреть этот парк, но, к сожалению, остались не очень впечатлены, потому что это прям мини-мини-мини-мини версия. Вот и все. Мы с вами сегодня отправлялись в мини-путешествие по городу Рязань, одному из старейших русских городов. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.